Приветствую всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам один из самых универсальных и уютных узоров, напоминающий всем известный павлиний хвост, выполненный на основе лицевой глади. Он идеально подойдет для джемпера, жилета, топа, кардигана или палантина, а также для тех случаев, когда хочется чего-то простого, но с изюминкой. Таким узором можно выполнить вперед или спинку изделия, или оформить край рукавов или низа изделия. Такой узор можно пустить сверху вниз, по центру рукава, а также таким узором можно выполнить полностью и все изделие. Одним словом, узор универсальный. Пряжа для такого узора подойдет любая гладкая, а также пушистая. Узор простой в своем исполнении. Можно его вязать как поворотным вязанием, так и по кругу. И в процессе вязания образца поворотными рядами я объясню, как вязать узор по кругу. Если вам понравился узор, ставьте лайки и, конечно же, пишите свои отзывы. Это всегда очень приятно. Перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды. Первый, третий, пятый и седьмой. Это лицевые ряды, которые и при вязании по кругу, и при вязании поворотными рядами всегда вяжутся справа налево по схеме. Четные ряды на схеме не указаны. При поворотном вязании это изнаночные ряды, которые вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при поворотном вязании провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 8 рядов. Провязав последний лицевой седьмой ряд по схеме справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это 8 изнаночный ряд, вяжем его по рисунку. И далее повторяем вверх по вязанию раппорт узора с 1 по 8 ряд. Столько раз, сколько требуется этого для вашего вязания. То есть 9 ряд – это как бы первый ряд схемы. Раппорт узора в ряду состоит из 13 петель, которые все здесь указаны на схеме. Для вязания узора поворотными рядами ваше количество набранных петель должно делиться на число петель раппорта на 13. Плюс вы добавляете еще 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны. При вязании по кругу все ряды и четные, и нечетные вяжутся справа налево, то есть все ряды являются лицевыми. При этом нечетные ряды вяжутся по схеме, а четные ряды вяжутся по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. Для того, чтобы набрать нужное количество петель при вязании по кругу, ваше количество петель должно делиться на 13 на число петель раппорта. Кромочные петли набирать не нужно, но нужно набрать одну петлю для замыкания петель в круг. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Вертикальные черточки – это лицевые петли, скобки – это накиды, стрелочка, показывающая вниз – это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Цифра 2 внутри галочки означает 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Схема очень простая для провязывания и подойдет для самых начинающих любителей вязания, кто только впервые взял спицы в руки.
А теперь вместе давайте свяжем образец такого узора. Самым обычным классическим способом набора петель на спице я набрала 15 петель. Это один раппорт узора из 13 петель плюс 2 кромочные петли, 15 петель получается, которые на схеме не указаны. И провяжу один подготовительный базовый ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я буду снимать, а последнюю провязывать изнаночной бабушкиной петлей. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Если вы вяжете классическим способом вязания, провяжите этот базовый подготовительный ряд всеми изнаночными классическими петлями. Если вы вяжете по кругу, также провяжите базовый ряд подготовительный, но всеми лицевыми петлями. Это нужно для того, чтобы в первом лицевом ряду было удобно провязывать по 2 петли вместе одной лицевой петлей. Если вы вяжете ваши изделия, начиная с какой-либо планочки или резинки, такой базовый подготовительный ряд провязывать не нужно. Вы начинаете после резинки сразу вязать узор по схеме с первого ряда. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали базовый подготовительный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать узор по схеме. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет обозначение. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, то правые стенки ваших петель находятся перед спицей. То есть правая сторона петли, ее правая стенка, находится перед спицей. И для того, чтобы провязать 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, вам нужно развернуть эти петли, чтобы их правые стенки оказались за спицей. То есть поменять положение ваших классических лицевых петель на бабушкины лицевые петли. Для этого вы по очереди переснимаете эти 2 петли на правую спицу. Вводите правую спицу перед работой слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотите провязать лицевую петлю, но не провязывая, переснимаете ее. Вводите правую спицу впереди работы, перед работой, слева направо за переднюю стенку петли и переснимаете петлю. Вы развернули 2 петли, теперь их правые стенки находятся за спицей, как при бабушкином способе вязания. И теперь по очереди возвращаете эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Стенки, правые стенки моих петель находятся уже за спицей. Вот петля, ее правая стенка за спицей. Поэтому я не разворачиваю 2 петли, а сразу провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот с таким красивым наклоном влево. Далее идет накид, делаем накид. И далее идут 9 лицевых петель. Друзья, если вы вяжете по кругу, то лицевые ряды провязываете точно так же, одинаково, как мы провязываем их при поворотном вязании. То есть справа налево по схеме. Итак, 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевая петля, 7, 8 и 9 лицевая петля. Далее идет накид. Делаем накид. И 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. При бабушкином способе вязания я должна развернуть эти 2 петли, чтобы правые стенки моих петель оказались перед спицей. То есть поменять положение бабушкиных лицевых петель на классические лицевые петли.
Для этого сзади работы я завожу правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Завожу сзади работы правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Я пересняла 2 петли. При этом я их развернула. Теперь их правые стенки оказались перед спицей. И теперь возвращаю эти 2 петли на левую спицу. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы, не разворачивая эти 2 петли, так как правые стенки уже находятся у вас перед спицей, не разворачивайте 2 петли, сразу провязывайте их вместе за передние стенки одной лицевой петлей с наклоном вправо. И кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и все петли провязываем изнаночными петлями, в том числе и накиды. Второй изнаночный ряд. Провязываем всеми изнаночными петлями, в том числе и накиды. Кромочную петлю снимаю и провязываю все петли изнаночные. При круговом вязании вы провязываете во втором ряду все петли лицевыми, в том числе и накиды. Вот у меня накид, провязываю изнаночной петлей. И так до конца ряда провязываем все петли изнаночными. Накид изнаночной петлей. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей, 2 петли вместе за задние стенки, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2 лицевая петля, накид, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5 лицевая петля, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 лицевые петли и 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали третий лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 4-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями, в том числе и накиды. При круговом вязании изнаночные ряды вы провязываете всеми лицевыми петлями, в том числе и накиды. Накид, изнаночная петля за переднюю стенку. До конца ряда. Накид изнаночной петлей провязываем за переднюю стенку. Работу разворачиваем на лицевую сторону, 5-й лицевой ряд. При круговом вязании вяжете точно так же, как при поворотном, справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем и провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, накид, лицевая петля, накид, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевая петля и 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо.
Я развернула 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. И кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Работу разворачиваем на изнаночную сторону, 6-й изнаночный ряд. При круговом вязании вяжем всеми лицевыми петлями, в том числе и накиды. При поворотном вязании я вяжу изнаночный ряд всеми изнаночными петлями, в том числе и накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Изнаночная петля за переднюю стенку. Так до конца ряда все петли изнаночные. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Разворачиваем на работу на лицевую сторону, 7-й лицевой ряд. Так уже у нас получается узор. 7-й лицевой ряд. Вяжем его и при поворотном вязании, и при круговом вязании справа налево по схеме. Кромочную петлю сняли и далее все петли лицевые до конца ряда провязываем все петли лицевые. И остался у нас кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Остался у нас последний ряд в высоту узора. То есть раппорт узора у нас 8 рядов. Кромочную петлю снимаем и провязываем 8-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями до конца ряда. В лицевом ряду вяжем по рисунку петли. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали раппорт узора в высоту. Вот так он у нас выглядит. Далее начинаете повторять узор, начиная с 1-го ряда, опять же по 8-й. Столько раз, сколько вам требуется для вашего вязания в высоту. Если у вас набрано несколько раппортов узора, то вы разделяете раппорты узора маркерами. Первый ряд получается следующим образом. Кромочную петлю снимаете, провязываете раппорт узора из 13 петель, вешаете маркер и начинаете провязывать следующий раппорт узора. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, заканчиваете раппорт узора 2 петлями с наклоном вправо, одной лицевой петлей. Маркер вешаете и провязываете следующий раппорт узора. 2 петли вместе влево и заканчиваете раппорт узора 2 петлями вправо вместе. И так до конца ряда повторяете раппорт за раппортом столько раз, сколько вы набрали раппортов. В конце ряда кромочная петля, изнаночная. Раппорт, еще раз говорю, разделяйте маркерами, чтобы не запутаться. И так провязывайте все ряды, переснимая маркеры. Вот такой узор у нас уже вырисовывается. У меня здесь всего 1 раппорт в ширину, 1 в высоту. Вяжется очень быстро, легко, просто. Никаких сложностей узор не представляет для начинающих любителей вязания. На этом у меня все. Я желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.